Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. Сегодня солнечный, замечательный зимний день, и мы продолжаем наши уроки вождения. Специально выбрались за город, в лес, и будем отрабатывать движение по таким спокойным лесным дорогам. Переключение передач, первая, вторая, третья, торможение, остановка. Поехали! Стоим мы на замечательной такой парковочке в лесу, очень красивая вокруг природа. Ну и не спеша будем двигаться. Давай по порядочку. Запуск. Включаем свет. В Польше обязательно двигаемся с ближним светом фар. У нас ручник. Снимай. На себя кнопку и отпускай. Так. Первую. Ну и потихонечку, как вчера тренировались. Еще разок. Нейтралка. Запуск. У тебя сейчас руль немного повернут в сторону. Вот так будет ровно. Как раз все машины проехали. Первое. Плавно сцепление. Газу добавляем. Сегодня скользко, снег этот тает. Отлично, поехали. Здесь повернем налево. Поворот указать. Поворот, остановись. Под левой рукой у тебя вот этот рычаг, опускаешь его вниз, ну то есть налево, да, вот. Включен левый поворот. Смотрим, машин нет. Далеко. Ну, вроде нет. Начинай плавно подъезжать, если что, остановимся. Газку, газку. Чисто можно. Ничего. Да. Забуксовали немножко, спокойно, сильно не газуем. У Хонды очень выручает антипробуксовочная система и система АБС. До обочины далеко? До обочины нормально. Едешь хорошо. Если будут машины, не волнуйся, я тебе помогу рулем отработать, чтобы мы разъехались. Главное, спокойно и не спеша. На первой, наверное, совсем медленно. Мы поедем сейчас на второй. Это где-то так 30 км в час. Вторую? Давай, сцепление. Вторую. И поехали. Хорошо, ты с пробуксовками вот так вот едешь. Это что значит? Слишком много газа. Ну вот, едем. Хорошо, чуть больше газку. У тебя там есть тахометр, на нем должно быть в районе 2500. Я уже почитал в мануале, у этой машины оптимальный режим движения это 2500. Минимальный расход на этих оборотах. На шестой передаче это где-то 100-110, а по городу можно на четвертой ехать 50-60. Сколько на спидометре? 30. Нормально. Едем, вспоминаем навыки вождения. Но дорога фантастическая, можно просто ехать, наслаждаться. Здесь летом очень много велосипедистов, много людей гуляет пешком, дышит воздухом. Ну а зимой вот приятно на машине проехать. Так узко, что я даже не знаю, если будет ехать встречка, для того, чтобы расходиться, надо будет прям вплотную к обочине прижиматься. Мои слова про встречку тебя напугали? Ты сразу ногу с педали газа убрала. Въехали в тенистый лесок, и здесь снег не растаял. Дорога во льду. Тут главное спокойно, без резких маневров. Резко газу не добавлять, резко не тормозить. Все делать очень плавно, очень спокойно. Благо, что машин мало. Я думаю, следующий урок, чуть газу больше, мы на горочку едем, вот так.
Я думаю, следующий урок нам надо устроить на автостраде. Там практически вот то же самое, только скорости другие. Это проще, чем по городу, но быстрее. Чуть в мою сторону ближе, а то ты уже навстречку вышла. Отлично. Сзади чисто, впереди чисто. Хорошо. Самое главное тебе сейчас вернуть вот это чувство уверенности. Ты ведь сдавала на права в Беларуси, причем сдавала не тогда, когда было еще просто, там 150-200 метров проехал по городу и все, молодец. Танюшку увозили минут 20, тогда как раз поменяли вот это правило приема экзамена, и по 20 минут каждый, как это называется, курсант, каждый студент должен был по городу откатать по маршруту, записывались баллы, все это подсчитывалось. Сдать стало намного сложнее, но все получилось. Вот сейчас осталось только вспомнить. Скорее научиться заново. Научиться заново. Это как ездить на велосипеде. Один раз научившись, потом не забудешь. Гораздо, конечно, проще было бы ездить на автомате. Не надо задумываться о переключении, но ты тогда сразу лишаешь себя возможности сесть за руль механики. Тот, кто умеет ездить на механике, легко поедет и на автомате тоже. Класс, такой поворот направо, налево, мостик. Чуть газку, 30 наши едем. Очень много, кстати, машин стоит на обочинах. Тут такие места парковки. Люди выехали погулять по лесу, и я их прекрасно понимаю. Думаю, мы тоже где-нибудь остановимся на обратном пути. Просто воздухом подышать. А дальше что? Дорога пойдет сейчас правее. Ага. Здесь какой-то дом среди леса. То ли лесник живет, то ли что. Трактора стоят лесовозные, такие с прицепами для перевозки бревен. И большой дом. Прикольно. Прямо вот среди ничего. Велосипедист. Велосипедист впереди? Ну, до него еще далеко, мы его еще не догоним. Или он навстречу едет? Вроде. Нет, он от нас, он удаляется. Нормально. Что, нормально? Все хорошо. Мы приближаемся к перекрестку, на нем повернем налево. Проедемся еще в ту сторону, там где-нибудь Он тоже туда. развернемся. Ничего страшного, объедем мы как-нибудь велосипедиста. Включай левый поворот. Приближайся ближе, ближе, ближе. Мне же первую надо включить. Тебе надо, чтобы тормозить, тебе надо выжать сцепление, если ты собралась тормозить. Но мы еще до перекрестка не доехали. Но мне же надо переключиться. Хорошо. когда-то. Вот мы доехали до перекрестка. Ты остановилась на сцеплении. Включила нейтралку для начала. Посмотрела. Ну нету никого. Первая. И плавненько поехали за велосипедистом. Точно нету никого? Нету, чисто. Тебе прям везет. Едем. Хорошо. Ну, чуть газку и вторую. Угу. Вторая? Да. Специально едешь медленно, чтобы не догнать велосипедиста?
Спокойствие, только спокойствие. И там еще и велосипедист. А может, притормозим? Его Поехали. Всю жизнь за велосипедистом ехать не сможешь. Мне инструктор тоже так говорил, но я все равно ехала за трактором. Не поняла. Когда-то придется его обгонять. Как Санька, раз помоги. машин впереди нет. Все спокойно, вот так вот прям по встречке его обгоняем. И машину могли бы объехать. Эта женщина на велосипеде едет куда-то по своим делам. Ну, справилась. С тобой, конечно. Так я же ничего не А делал. куда мне? По дороге, по главной. Где асфальт почище? Если бы поехали налево, выехали бы как раз к заброшенной шахте. Там такая провалившаяся шахта в лесу. Летом там были. На месте провала сейчас огромное озеро изумрудно такого зеленого цвета. И там живет фантастическая колония головастиков. Ну, наверное, они уже стали лягушками, сейчас впали в спячку, но на тот момент они были головастиками и мигрировали там по всему этому озеру. Довольно красиво. Третью, может? А может, не надо? Давай, не надо. Как сама чувствуешь? 30 вполне хорошо. Окей. Будем считать, что у нас прогулка. Мы прогуливаемся по лесу. Так, и впереди какая-то деревушка. Нам надо будет где-то развернуться. И мы поедем в обратную сторону. Движение по населенным пунктам у меня сегодня в планы не входит. Так где развернуться-то? Да, места для разворота пока нет. Въезжаем в деревушку под названием Бибелла. Резкий поворот направо. Сбрасывай. Можешь даже включить первую. Сцепление. Сцепление. Первое. Так. Поворачиваем. Окей. Поехали прямо. Ну, деревня спокойная. Давай ее тоже проедем. А потом назад тоже? А потом назад тоже. Какой-то заброшенный магазин по правой стороне уже рассыпался, развалился. Давай на второй, не так будет мотор гудеть. Думал, вот здесь возле костела будет парковка, где можно было бы развернуться, но тоже нет. Все съезды — это повороты к кому-то во двор. Мы туда заезжать, пожалуй, не будем. Может, лучше даже сейчас закольцуем как-нибудь наш маршрут. Не знаю. Пока не знаю. Пока едем прямо. Действуем по обстоятельствам. Здесь куда? Здесь... Да. А вот здесь можем развернуться, слушай. Притормаживаем. Здесь как раз конечная автобуса. Включаем первую. И видишь, вот эта вот петля. В лес уже не поедем по грунтовке. Чуть плавнее сцепление. Хорошо. Очень, очень медленно так, спокойно, красиво развернулись. Улица Старовейска. Ну, отлично. Прямая. Поехали. Вторую. Я думаю, женщина на велосипеде ехала как раз сюда и, наверное, уже доехала. Или въезжала. Вон и живущий. А вот и она как раз выехала навстречу из леса.
Нам надо... Ой, ура, она подъехала к дому какому-то. Она ушла домой, да. Только хотел сказать, что нам надо ускориться, чтобы вот здесь объехать припаркованные машины и не встретиться с велосипедистом. Собачка. Ой, класс, какой лабрадор выбежал к дороге, Да. к воротам. На дорогу надо встретить. Да. Пока не отвлекайся, я буду отвлекаться. Был, помню, такой момент, ездили мы на машине в Киев. Я был за рулем, вечер, из Киева выезжаем, а там на возвышенности автобус, тормози, вот сюда. Право. Все, стой, вот так. Хорошо, спокойно. Девушка за рулем автобуса, кстати. МАЗ. Так, вторая. Надо Первую. Руль туда, налево. Выезжаем. И так на первой до перекрестка и двигаемся. Чуть газку. Я заглохла. Первая. Нельзя трогаться на первой, правильно? В смысле? Ну, если бы я нейтралку не включила, трогала газ повернула. Ну, со сцеплением можно было бы. Понятно. Ой, мама. Адреналинчику так. Хапнула? Еще как. Там стол, тут автобус. И поворот резкий, да? 90 градусов. Я кошмар. Едем, не стоим. Подождите, я еще не успела. Все, хорошо. Вторую можно. Ну так вот, возвращаясь к теме рассказа, едем, позади нас фантастический салют, или свадьба какая-то была, или праздник какой-то, не знаю. Ну, в общем, все оборачиваются и... Вау! Какой салют! Вот это да! Вы только посмотрите! А я пытаюсь в зеркала увидеть, что же там происходит. И все на меня: так, Санчо, только на дорогу, смотри на дорогу. И тут же: вот это салют! Ух ты! Тогда я понял, водителем быть не всегда хорошо. Да, интересно, но очень много ты упускаешь. Вот научу тебя водить хорошо, а сам целиком и полностью отдамся операторскому творчеству. Буду с камерами прыгать тут назад, высовываться в окна, снимать динамичные красивые кадры. Ну или ехать впереди на мотоцикле, на одиночке, без коляски. Проходить повороты с наклонами. Но сначала надо научиться. У меня колеса попадает, мое колесо вот в этом. Думаю, не совсем. А где оно? Твое колесо в районе твоей левой ноги. Левой ноги, Да. не попадается. Вот так вот где-то. Да, вот так приблизительно попадаешь. А правое колесо где? Правое почувствуешь потом, не сразу. Тут широкая колея, широкий автомобиль. Когда попадешь правым колесом в несколько ямок, поймешь, ну, зафиксируешь, где оно относительно салона. Так, а как мне ехать относительно обоих? Едь так, чтобы твое колесо шло по левой колее. Ну, вдоль разделительной. Относительно обочины, если будем заезжать в снег, ты услышишь. Ну, еще машинка. Стоит. Ну, это стоит, да. Причем недавно приехала. Мы сюда ехали, ее не было. Солнышко. Допусти. Да, Так лучше? да. А там пешеход. Нормально. Это не пешеход, это спортсмен. Он бежит. Навстречу. Ну, выезжай. До него еще 200 метров. Ну, окей. Мне лучше подальше. А, она навстречу, она видит. Да. Девушка-спортсменка бежит. Так, здесь мы повернем направо. Право это Подъезжаем. вверх, вот так. Да. На первой. Давай первую и плавненько выполняем. Включается первая. Да, я тоже заметил, эта машина не любит ехать
на первой. Если ты уже движешься, то типа, ну, включай сразу вторую. Но тогда надо подрабатывать сцеплением. Первая отлично включается, когда ты стоишь на месте, но с некоторым усилием, когда ты в движении. А еще, кстати, узнал, что здесь есть такая защита от дурака и нет возможности включить заднюю, когда ты двигаешься. Теоретически можно было бы перепутать заднюю и шестую, потому что включаются они приблизительно в одном и том же направлении. Но пока ты едешь со скоростью там больше 5 км в час, задняя заблокирована. Не знаю, как это реализовано механически, но специально проверял такое, создаю усилия, попытки включить заднюю с выжатым сцеплением, не пускает. Замедляешься 5 км в час, почти остановился, раз, она вскочила. То есть какая-то блокировочка есть. Ну, а мы вернулись в наш заснеженный лес. Снова этот большой дом, условно лесничество. Но скорее это какой-то частник. Кто-то, кто занимается лесообработкой, лесозаготовкой. Там машина сзади. Сзади? Сзади. Да, Что делать? едет. Давай вот здесь включи правый поворот и вот в районе вон той машины Угу. притормози. Все, он нас обогнал, можешь возвращаться. Он поморгал даже Да, аварийкой. спасибо сказал. Увидел тебя за рулем, Понял? понял, чего тебе это стоило, каких усилий. Кстати, слева проезжаем, тут была вырубка большая, вырубили деревья, и сейчас я смотрю, из-под снега торчат верхушки сосен, уже засадили молодняком. Через лет 5-7 будет новый лесок. У меня руки болят. Руки болят. Да, Ну, мы сейчас доедем до парковки. я в руки цепилась. Доедем до парковки, с которой начинали. Там остановимся и на этом на сегодня закончим. С непривычки, конечно, тяжело, концентрируешься на дороге и постоянно зажимаются мышцы. По себе знаю, когда на мотоцикле едешь в тяжелых условиях, дождь, скользкая дорога, какие-то повороты, маневры, и тоже начинаешь зажимать руль, очень быстро устают руки. Слушай, может мне открыть свои курсы вождения? Точно. Тренировка, стажировка. Только педали надо, что запасные были. Ну да, педалей запасных не хватает, кстати. Я бы тебе сейчас тут гаскук добавил. Зачем? Да, это я шучу так. Интересно, по польским правилам, можно ли обучать человека вождению, если ты не инструктор и у тебя не оборудованный автомобиль? Нам сейчас хорошо, мы не нарушаем никаких правил, потому как у меня полноценно водитель сидит рядом с правами, с документами и большим стажем. Но любопытно. А могу ли я сына учить, допустим, там с 14 или с 16? Помню, меня батя садил за руль москвича уже лет, наверное, в 12. И мы вот так тоже за городом, спокойно, не спеша, где-то катались. Давай третью. Может, не надо? Ну давай попробуем хоть. Сцепление. Вперед. Ага. Сколько надо ехать километров на третий? На третьей? 40? Ну, 40. Даже меньше можно, так 35. Можешь тут те же самые 30 ехать на третьей. Так тогда обороты 1,5. Ну, нормально, ей хватает. Летом мы в этом лесу собирали чернику. И надо сказать, черники здесь много. Ну а теперь вторую для разнообразия. Чтобы мы не просто ехали
Заметила, ты когда переключаешься, тебя утягивает навстречку. Да. Почему? Ну, ты одну руку отпускаешь, а вторая у тебя пытается куда-то потянуть. Где-то здесь уже за поворотом будет парковка. О, вот она. Притормаживаем. Рано. Пора уже, наверное. Ну, давай. Пора, давай. Точно? Да, выкручивай руль вправо, газу меньше. Тут с горочки. Плавненько трогаемся вниз с горочки. Ой-ой-ой. Нормально. Едем. Вон туда, вон куда-нибудь. Туда? Да. Почему туда? Ну, так, чтобы заезд остался свободный. И все. Вот здесь. Вот здесь. Достаточно. Приехали. Нейтралка, ручник. Молодец. Глушим. И свет. Остановились и выбрались все-таки погулять по лесу. Вот он как раз тот черничник, о котором я говорил. И обратите внимание, сколько следов. Похожи чем-то на кошачьи, но думаю, это лиса. Этой лесной прогулкой мы на сегодня и закончим. Всем спасибо, друзья, всем счастливо и всем пока.